Здравствуйте, дорогие мои зрители! А у нас сейчас с вами гадание, и давайте посмотрим, что нам подскажет воск, какие события впереди. Любимые мои, не забудьте прямо сейчас подписаться, поставить лайк этому видео, это ваше мне спасибо. А я начинаю. Ой, как интересно, да, что у нас там будет. Но я, как всегда, нажму на паузу, любимые мои, да, чтобы застыло. Для вас это будет незаметно. Дорогие, включу на секундочку, хотя воск еще полностью не застыл. Смотрите, у нас здесь какая картина. Вот мужчина с твердым решением каким-то, вот его решение. Вот женщина. Вот эти 4 точки, это у нас они показывают время, временной отрезок какой-то. Может быть 4 месяца, 4 недели, а для кого-то может и 4 года. И вы вот находитесь в одном энергетическом кругу. То есть, возможно, очень долго женщина ожидала какого-то решения от мужчины, которое уже он идет с этим решением, он его принял. Посмотрите тоже, в какой позиции он стоит, да? Четко принятое решение. Женщина ему вот так вот протягивает руки, то есть будет радоваться, то, что он заходит, то, что он придет. Вот, дорогие мои, вот сразу у нас такие идут сигналы, видите, как четкие какие. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Не хочется брать горячий воск в руки, да? Но с другой стороны, если он уже готов, то начнем. Так. Мгм. Такая у нас с вами процедура. Процедура. Так. О, вот такой у нас сегодня воск. Ой, как интересненько. Ну что, любимая, давайте мы с вами начнем смотреть наш воск. Ну, во-первых, в этом воске очень много гармонии. Посмотрите, буквально как будто вот ветка, да, веточка такая и листья расположились. Так это очень гармоничная будет настраиваться ваша жизнь, какие-то прекрасные идут события, созвучные, скажем так, миру и природе. То есть, когда вы ничего не нарушаете, когда все, что вы делаете, как говорится, и Богу угодно, приятно тоже. Так, смотрите, здесь вот показано. Видите, у нас 3 таких, как бы как 3 головы, что ли, вот так бы я сказала. Здесь будет, возможно, выбор у кого-то. Выбор, когда вы выбираетесь, вот эти 2 головы как слились, как в одну, как в одно единое целое, а это вот рядышком как бы как пристроилось. Здесь вы будете отделяться от кого-то третьего, какая-то пара отделяется, либо это влияние какое-то, либо у кого-то треугольники, да, в таком случае из этого треугольника идет уже выход. Вот эта голова, она уже будет как бы отходить. Это может быть, когда люди, кто-то вмешивается в чьи-то отношения, родители, подружки и так дальше. Да? Вы будете уже жить одной своей головой, вот эти 2 головы в одну, поняли? Своим умом будете жить без вот этого вот вмешательства. Это то, что мы видим. Так, смотрите, здесь вот у нас такая прямо как бы как лагуна. Один человек для другого готовит очень удобное какое-то комфортное место проживания. Вот когда вы приедете, появитесь или войдете в жизнь этого человека, для вас там будет все сделано, будет очень-очень комфортно. Этот человек половину, смотрите, вот лицо, видите, мужское лицо, вот брови, глаза, половину себя, половину своего всего, что есть у него, он будет вам дарить, презентовать, отдавать. Понимаете? То есть человек как бы жизнь свою разделяет на до и после, и для женщины готовит какой-то, ну, очень-очень будет вам там удобно, комфортно, приятно, и в любви, в заботе, во внимании будете находиться. Так, вот приготовьтесь. Такие идут кому-то метаморфозы. Может быть, кто-то сейчас вы познакомились с каким-то мужчиной, да? Вот. Я, кстати, хочу сказать, то, что он транслирует, во-первых, это все так и будет, так и сбудется, но вы тоже это почувствуете. Вы почувствуете в человеке, да, что так оно и есть, что нет никаких подвохов, нет никаких обманов. Так, вот горячий, но все равно приятно в руках держать. Дальше давайте будем смотреть. Такое ощущение, вот здесь вот есть картина, как будто женщина пристегнула мужчину к себе булавочкой.
Булавочкой непростой, как говорится, да, это магические дела, скорее всего, и пристегнула очень крепко. А может быть, это вы будете делать ритуал, когда вы пристегнете к себе мужчину. Мужчина остается с этой женщиной. Вот он. Вот она буквально его пристегнула к себе и как бы вот так вот отгородила от внешнего мира. Я имею в виду, ну, от соблазнов, скорее всего, да, чтобы не изменял, чтобы там не ушел и так дальше. Вот она, булавочка, пристегнула. Так, дальше смотрим. Идет какое-то выяснение отношений между взрослыми мужчинами. Два человека будут что-то решать, будут что-то друг другу доказывать, как будто кто из них сильнее, кто из них умнее и так дальше. Это может быть, например, даже в вашей семье, например, муж и сын, да, и у них там какое-то будет противостояние. Но здесь не буду утверждать, это могут быть просто люди там, на работе или в обычной жизни, вот как будто будут со стороны смотреть люди на это все выяснение, а вот женщина берет одного мужчину, так обнимает и как будто хочет, ну, хочет это прекратить. Допустим, говорит: "Пойдем домой, да, давай перестань, давай не будем вот это вот все". Вот, так, здесь есть показана вот у нас и причина. Это или документы, это либо деньги. Здесь есть причина, почему это происходит. Но влияние женщины, оно тоже будет важным. Вот женщина, которая берет как будто вот этот то ли конфликт, то ли какое-то разбирательство, да, она его смягчает как бы, чтобы эти люди мягче между собой разобрались. Вот такой идет момент. Причина — документы либо деньги. Такой момент. Так, один мужчина здесь показан. Во-первых, очень робкий, но тем не менее, он идет к женщине с сердцем своим, дарит свое сердце, но скажу сразу, что я кроме этого не вижу, у него нет ничего, что он может дать женщине. То есть у него было, но он как будто как потерял это все, понимаете? Может быть, я не могу, мне не видно, по какой причине он это потерял, но он не прогулял. Может быть, как бы отняли у него, либо что у него было, какое-то свое дело, либо свой бизнес. И сейчас он, вот, скажем так, на мели. Но это временно. И, кстати, как будто он даже и это уже было, как повторилось. У него был какой-то бизнес, потом он что-то случилось, он восстановил. Он сейчас тоже восстановится, да. Но в данный момент он как бы на мели. Вот, он это скажет искренне женщине, да, что я только сейчас восстанавливаюсь, либо становлюсь на ноги. Может быть, например, развелся и все оставил предыдущей семье, там, детям, что-то такое. Он восстановится, он станет на ноги. Он вообще такой, знаете, вот который, как в рубашке родился, он выживет, он выкарабкается, он всплывет всегда и везде. Такая у него есть натура. Ну вот сейчас у него туговато. Идет к женщине с сердцем, но женщине, я смотрю, настолько он люб и мил, что она ему говорит: "Мы прорвемся, мы с тобой все вместе переживем". И вы знаете, здесь будут очень крепкие отношения, и мужчина будет очень ценить то, что женщина его приняла в свою жизнь, небогатым, да, каким он был всегда. И когда он раньше чувствовал, допустим, всегда, что только его деньги, его богатство нужны женщинам, а здесь женщина его просто принимает, потому что она его прочувствовала, да, он ей понравился, и она хочет быть рядом с ним, веря в него, да. Поэтому здесь очень крепкие идут отношения, которые будут как бы вечными. Всегда вы будете вместе с этим мужчиной, и он будет всегда ценить, ну, каким вы его, скажем, приняли, что здесь женщина не ну, поверила ему и не погналась, что ли, за деньгами. Может, там есть и лучшее предложение, а выбрала именно его. Вот такой момент. И, кстати, он восстановится, в принципе, быстро. Ну, как-то станет на ноги, откроет какое-то свое дело. Вот так вот, понятно. Так, вот посмотрите, какой здесь у нас ангел-хранитель. Вот он, видите, вот такие крылья, ну, одно крыло нам видно. Это, дорогие мои, кто пришел сегодня ко мне на гадание, у вас есть очень сильный, очень мощный ангел-хранитель, который бережет и будет беречь ваше гнездо. Вот оно, ваше гнездо, вот оно, он его и бережет. Это может быть, скажем, как бы дан от высших сил, как есть у каждого из нас, но у некоторых из нас есть по нескольку ангелов-хранителей. Это могут быть наши родные и близкие, да, которые вот берут тоже на себя эту роль. Так, возле этого ангела-хранителя мне здесь показаны, как будто есть буквы. Если я не ошибусь, то я так их прочту, как «Р», либо буква «В», «Б», «В», «Р». Вот так вот похоже.
Может быть, например, это имя человека, вашей бабушки или там деда вашего, да, кто-то, кто стал вашим ангелом-хранителем, или родители, может быть, у кого ушли уже, да. Вот такие здесь прорисованы у нас буквы. Так, дальше. Здесь показаны кому-то очень показаны, рекомендованы, знаете что? Водные процедуры. Вот видите, уже почти не видно, я вовремя прямо вам показала. Водные процедуры показаны. Почему? Сейчас я вам скажу. Потому что есть какие-то проблемы, возможно, то ли с суставами, то ли вот с ногами, со спиной. Вот то, что именно водичка будет восстанавливать. Понимаете, вода восстановит. Вот будете ходить в бассейн, и потихонечку восстановитесь. Вот и все, вот и все. Обязательно идите. Вот. Кому-то, может быть, рекомендовали, а вы себе думаете, да, ваши родные, близкие говорят, так, пойдем, пойдем. Дальше. А, Здесь вот стоит женщина, несет кому-то в руках драгоценность, драгоценный подарок. Я думаю, что это ребенок, да, потому что, ну, что более драгоценное может подарить женщина мужчине, да, в семью принести, как не ребенка. Ну, на мой взгляд, так вот стоит женщина, идет, видите, вот в руках высоко, так трепетно, нежно несет вот эту драгоценность. Это у нас ребенок. Так, ну, к этой ситуации еще есть время. То есть это не завтра, не сегодня, это еще через какое-то время, прежде чем туда женщина придет. Дальше. Так. Кстати, пишите в комментариях, что видите вы. Может быть, я чего-то не заметила. Это же так интересно. Пишите, мои дорогие, пишите. Так, один человек, как будто, знаете как, приглашает в свою жизнь другого человека, но ставит какие-то условия. Допустим, да, мы с тобой будем там парой, мы с тобой будем вместе жить, но и начинается перечисление вот этих условий. Здесь человек очень сильно такой собственник, может быть, даже ревнивец, вот такое что-то, будет ставить какие-то условия. Так, что я вам скажу? А женщина здесь тоже такая себе на уме. Она как будто его условия принимает, а потом все перекрутит по-своему, сделает. Так что, дорогие мужчины, кто вот так вот ставит ребром прямо женщине условия, ну, допустим, там ты работать не будешь, ты будешь дома сидеть, да, ты будешь только домохозяйкой, или там еще какие-то, да, ему женщина сейчас говорит да-да-да, а потом сделает все, как ей самой нужно. Вот и все, и никуда он не денется. Такой момент. Так, вот еще вижу, смотрите, как будто кто-то найдет гнездо, в котором, скажем, можно было бы сказать, что курочка, но это не обязательно курочка, может, птичка какая-то, да, откладывает яички. Это всегда у нас что-то такое связано с деньгами, с доходом. И доход какой-то такой, знаете, постоянный, но попадется и как-то чуть ли не случайно. Очень хороший идет вам доход. И здесь вот смотрите, как я вижу. Как будто, например, человек берет эти яички, да, чтобы их использовать, приходит, а там уже новое, а там уже новое. Вот буквально как в гнезде, как и курочка там их несет, да, понимаете? Вот, ну, я просто саму курочку и не вижу. Но это значит, что всегда будут денежки, человек будет приходить, брать, ушел там, истратил, пришел, снова взял. Подумайте, может быть, вы будете сдавать, например, в аренду что-то, и у вас есть что-то, что можно сдать в аренду, да? Так, вот показана женщина прорисована, не знаю, видно вам или нет, с таким крупным носиком, может быть, даже таким горбинкой. Очень такая с характером дама. Губы так плотно сжала, знаете, как недовольна чем-то. Вот. Ожидает от кого-то, либо чтобы кто-то извинился, попросил прощения в чем-то, да, либо какой-то сделал шаг, первый шаг к этой женщине, как, может быть, что-то попросил, да, очень она недовольная, вот, но в ожидании какого-то взаимодействия с другим человеком. Здесь вот я смотрю, в руках у другого человека ситуация, то есть вот это ее недовольство вполне можно перевернуть на то, что она будет довольна. Другой человек как будто должен это прочувствовать. Понимаете, что нужно сделать для нее? Может быть, для кого-то это, я не знаю, там свекровь или теща, вот, или какой-то, ну, это важный человек все-таки в вашей жизни. Даже если это на работе там кто-то, но все равно это важный человек. И будет хорошо для вас, если вот вы разрулите эту ситуацию, если она будет улыбаться, а не стоять вот это с поджатыми этими губами. Вот. Ну, тут как прочувствовать надо. Вообще она хочет, конечно, чтобы ей протянули руку, то ли сказали помоги, то ли наоборот ей помогли, да. Она ждет эту вот
шаг какой-то от другого человека и протянутую руку. Так, дальше здесь, смотрите, ухо у нас какое прорисовалось. Ушко у нас это всегда что? Это информация, которая в ваше ушко прилетит. Это когда вы что-то услышите где-то, да, услышите, вот, возьмете на вооружение, но всегда, да, какая-то информация, которая вам, например, пригодится. Но всегда нужно еще учитывать, что ушко еще может показывать, когда буквально, например, кто-то вас подслушивает образно, да, то есть берегите свою информацию, закрывайте ее, блокируйте, да, ставьте защиту и так дальше, чтобы ваша информация никуда не уплыла. Так, вот стоит человек, смотрите, руки за голову. Ну, вот так вот, знаете, как будто обхватил руками голову свою, и вот как будто что я наделал, а за спиной, смотрите, какое змеище у него. Это какой-то мужчина. Что-то соблазнился, что-то, знаете, пошел за какой-то дамой, и он очень сожалеет. Вот он ее даже видит в образе змеи. Что это значит? Это значит то, что там произошло, это без любви. Например, был под алкоголем или, не знаю, просто так получилось, да, как будто он, ну, верность кому-то все-таки не сохранил. И этот человек очень сейчас страдает. Вот обнял голову, как будто вот что мне делать дальше? Да, зачем я это сделал? Зачем? Вот. Ну, он отвернулся от этой женщины, которая в образе змеи показана. Он туда даже не смотрит, то есть он не будет ни звонить, ни писать. И сейчас ему, скорее всего, нужно как-то, ну, оправдаться, наверное, перед той, которую он действительно любит. Вот. Кто-то вот так вот вляпался. Так, он ощущает у себя, смотрите, прямо над головой у него, как огромный камень, да, и вот давит вот эта ситуация. Эм, Ему хочется это сбросить, ему тяжело, это тяжесть большая, да. Но для этого нужно, чтобы его выслушали и простили. Вот. Для этого шанс есть, но такое узкая тропинка шанса этого, понимаете? Но она есть, она есть. Значит, мужчина, если постарается, скажем так, да, донесет свои какие-то объяснения, не знаю, на колени упадет, то тут есть шанс, дорожка есть, насколько я вижу. Так, вот здесь еще давайте посмотрим. Вот смотрите, двое родителей подталкивают своего ребенка, вот так, знаете, как, ну, как если бы вы подсаживали ребенка, чтобы он куда-то там залез, не знаю, например, куда там, на дерево, да, допустим. Это будут родители ребенка как-то своего так подталкивать, подпихивать куда-то наверх, вот чтобы он чего-то добился, да, как бы стараться. Ребенок, кстати, идет очень такой, как вам сказать, ну, он умненький, у него есть багаж с собой, то есть с ним занимались, водили там на какие-то кружки, наверное, какая-то школа хорошая была. Вот у него обязательно получится. Здесь очень стараются родители своего ребенка куда-то устроить, куда-то в лучшую жизнь отправить или направить, и у них это получится. И вы так дружно действуете, знаете, все очень дружно. И то, что вы вложили уже заранее в этого ребенка своего, это очень ему поможет, сыграет роль. И пройдут годы, пройдет время какое-то довольно приличное, да, этот ваш ребенок, будучи взрослым, он будет всегда вас благодарить за ту основу, за тот фундамент, что вы ему дали. Вот так вот я вижу. В целом отливочка очень хорошая, мне очень она нравится. Я тут много чего вижу. Вот парочка вот у нас тут лобзается где-то на мягком каком-то диванчике. Тут очень много романтики у нас, всяких светлых моментов. Вот, с чем я вас и поздравляю. Пускай у вас только самое хорошее будет впереди, самое прекрасное, да. Я вам желаю этого от всей моей большой души. И так оно и будет. Спасибо, любимые, и пока-пока. До новой встречи.